Привет всем, меня зовут Артем Жульев. А сегодняшнее видео это продолжение предыдущего видео о возможном обыгрывании 2-5-1 пентатониками. Мы разберем идею, в которой мы будем обыгрывать 2-5-1 всего двумя пентатониками. Давайте сначала послушаем, как это звучит, а потом я расскажу, как и почему, и, наверное, самое интересное, где еще возможно использовать эту идею. Вот так это звучит. Давайте теперь разберем, что происходит и что с этим можно делать. Мы находимся, вы видите, в до мажоре. У нас ре минор, вторая минорная ступень, да, пятая соль септ, альтерированный в данном случае, и до мейджор. На ре минор мы будем использовать пентатонику до мажора. Вы видите, ноты до мажорной пентатоники прекрасно подходят для обыгрывания ре минор. А на соль септ альтерированный мы будем использовать пентатонику ре бемоль мажора. Ноты соль альтерированного звукоряда практически идентичные ре бемоль мажорной пентатоники. Вот здесь мы сегодня используем такое же звено, как и в предыдущем уроке, опять-таки, да. Я настоятельно рекомендую, кто не видел, посмотрите его, если вам непонятно, да. Вот наша базовая секвенция выглядит вот так. Вы видите на экране, вот она в до мажоре. Мы из нее берем один такт только. Во втором такте у нас та же самая секвенция, но мы уже перейдем в ре бемоль мажор на один такт. Мы сохраним наше нисходящее движение нашей секвенции, мы его не разрушаем. Когда в третьем такте у нас приходит до мажор, мы снова возвращаемся в до мажорную пентатонику и продолжаем от ближайшей ноты нашу секвенцию. А звено секвенции могло бы быть на самом деле каким угодно, совершенно любая секвенция подходит. Главное, эта идея провести вашу секвенцию через смену аккордов. Что еще нужно понимать, что это не просто какой-то патрон, который нужно выучить там, от какой-то ступени, он там вот, он такой. Нет, вы можете его играть совершенно от любой ноты пентатоники, да, вот, то есть вы можете сыграть эту же идею от ноты там, до, например, вверху, от ноты ля, да, в этом случае у нас что будет? Наша фраза будет выглядеть так: ля, ре, до, соль, ми, ля, соль, ре. И мы приходим в ближайшую ноту, наше нисходящее движение сохраняем, то есть будет ре бемоль. И уже в ре бемоль мажорную пентатонику мы переходим, да. Ре бемоль, фа, ми бемоль, си бемоль, ля бемоль, ре бемоль, си бемоль, фа. И приходим в ближайшую ноту, опять-таки в нисходящем движении, это ми. Также можно было бы сыграть эту же идею, например, от ноты соль, да. Конечно же, эти две пентатоники на 2-5-1 вы можете использовать и без всяких секвенций. Сейчас я попробую поиграть немножко на 2-5-1. Попробую выстроить свою мелодическую линию, опираясь только на эти две пентатоники. Вот как-то так приблизительно это звучит. Вот такое интересное, на мой взгляд, интересное современное звучание. Что еще хотелось бы сказать? Часто эту идею, вот две пентатоники в полутоновом соотношении, используют как один из возможных способов достижения так называемого эффекта игры outside, игры как бы вне тональности. Чаще всего это бывает, когда один аккорд
длится несколько тактов или больше, и солист хочет создать большее напряжение, да, и использует на один аккорд вот игру вот, пентатоник, в данном случае, в нашем случае, вот в полутоновом соотношении, да, как бы выходит из тональности. Например, если он играет там в до, он на некоторое время выходит как бы в ре бемоль касается, да, для создания большего напряжения. Как бы сегодня видео не об этом, но не могу не упомянуть, да, это, не могу не сказать об этом. Сейчас попробуем немножко поиграть, немножко показать приблизительно, как это звучит, чтобы вы понимали немножко, о чем речь. Ну вот и все на сегодня. Меня зовут Артем Жульев. Надеюсь, кому-то это было полезно, кому-то интересно. До новых встреч, до новых видео. И всего вам доброго.